Всем привет, дорогие мои девушки, дорогие ребята, дорогие друзья, подписчики моего канала Таро «Мне это нравится, любовь». Я, как всегда, с большой радостью, дорогие мои, хорошие мои, приветствую вас всех на моем канале и приглашаю вас на Таро расклад. Тема расклада: стучит, гремит, бумеранг врагу летит. После чисток были чистки, у моих подписчиков, у моих клиентов были чистки. Вот поэтому давайте сейчас посмотрим, какой же бумеранг полетел врагам после вашей чистки. А он уже в полете, потому что он уже и стучит, и гремит, и на порог вашему врагу летит. Кому это интересно, кому это актуально, располагайтесь поудобнее и будем сейчас смотреть, что вы почистили и какой бумеранг полетел вашему врагу после ваших чисток. Располагайтесь поудобнее и будем сейчас смотреть. Первый вариант – аметист, прекрасный камень аметист. Второй вариант – так, а это у нас агат. Это прекрасный камушек агат. Очень красивый, девочки, мальчики. Я обожаю камни. Они живые, они разговаривают, дают информацию. И сердолик. Прекрасный сердолик. Первый, второй, третий вариант. Аметист первый вариант, агат второй вариант и сердолик третий вариант. Выбирайте или камушки, или карты. И будем сейчас смотреть. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Что вы почистили? У кого были чистки? Кто чистился? Что вы почистили? И какой бумеранг полетел врагу? Очистки были, я смотрю. Защиты хорошие поставили. Так, что вы почистили? Первый вариант – аметист. Давайте посмотрим, как прошла ваша чистка, что вы почистили. Второй вариант – агат. Что вы почистили, как прошла ваша чистка. И третий вариант – сердолик. Что вы почистили и как прошла ваша чисточка. Чистка прошла на ура, я уже кашляю. Информация будет важная. Так, девочки, и бумеранг. Стучит, гремит, бумеранг врагу уже летит. По высшему суду, по высшей справедливости. Так, бумеранг. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Так, какой бумеранг? Давайте сейчас посмотрим. Первый вариант – аметист, бумеранг вашему врагу. Так, второй вариант – агат. Бумеранг стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. А как они хотели? Будут творить зло и сидеть на пятой точке мечтать. Так, первый вариант аметист, второй вариант агат и третий вариант сердолик. Выбираем. Кто не успевает, видео можно остановить. Мы давайте будем смотреть. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. После чисток. У кого были чисточки, давайте посмотрим, что вы почистили и какие бумеранги полетели. А бумеранги сейчас летят очень быстро. Там мне писала одна женщина, я не помню ее ник, вот, что-то бумеранги, год уже прошел, и ваши бумеранги не летят. Я не знаю, какие вы там чистки делаете, у кого вы чистки делаете, но я отвечаю за свои бумеранги, вот, и за свои чистки. Потому что после моих чисток бумеранги летят. А где вы там чиститесь, я не знаю. У кого там у вас чистки. Вот, поэтому таких даже мне претензий не пишите, потому что весь негатив, он же у вас и остается. Вы понимаете, что то, что вы там пишете, все остается с вами. Первый вариант – аметист. Так, что вы почистили, девочки? Ну, вы здесь себе дороги открывали.
Здесь дороги были закрыты, почистили дороги, почистили перекрестную магию. Магия была на вас, на перекрестке, стяги, воровство, крадники. Магическое воздействие было на вашу вторую чакру, на здоровье на вашу энергию воровали. Здесь вы много чего почистили, молодцы, ребят. Дороги себе открыли. Перекрестную магию вы почистили, стяги, крадники, воровство вы почистили. Вот. У кого-то даже был подклад в доме, вы тоже его почистили, нету подклада, он сейчас не фонит. Был подклад в доме. У кого-то был подклад, что-то прицепили или к стулу, или к столу, или за шкаф, или за какой-то портрет, или какая-то штора, окно. Где-то что-то было вот прицеплено, но вы это почистили. Ваша чистка почистила и этот подклад, потому что он сейчас не фонит. Вот, поэтому первый вариант, вы здесь умнички, много чего почистили, а самое главное, дороги себе пооткрывали. Да, супер, молодцы. Вернули себе силу, вернули себе энергию, здоровье. У кого были болезни, да, то вы будете исцеляться. Вот. Вернули себе удачу, вернули себе радость жизни, удачу, успех, процветание. Ребят, по первому варианту аметист поздравляю, потому что дороги вы себе открыли, крадники вы аннулировали. Здесь были крадники, подклады. Вот, потому что прямо вот сейчас идет такая информация, что подклады эти фонили. Вот прям в доме были ссоры, скандалы, дети болели, вы болели, у кого детки, здоровья нету, энергии нету. Вот это так фонил этот подклад, который вы аннулировали, вы его почистили, да, как бы сейчас прям вот фона нету, солнца. Вот сейчас прям энергия солнца идет, солнца, наполненности, радости. Вот. А самое главное, вернули себе свою силу, энергию, здоровье, своим деткам. Так, есть в вашем окружении змея подколодная. Вы знаете, о ком я сейчас говорю. Вот, идет мне информация, что это ваша какая-то подруга, которая вхожа была в ваш дом, потому что здесь было очень такое тесное общение. И вот эта вот подруга на вас магичила, перекрывала вам дороги. Была здесь перекрестная магия, как я уже сказала, подклады, крадники, стяги, воровство, воздействие на здоровье. Здесь и детки, у кого детки есть, могли болеть. Здесь подруга, змея подколодная, которую вы уже высветили. И вы сейчас знаете, о ком я сейчас говорю. Поэтому я вас поздравляю. Чистка прошла ваша замечательно. Вы вернули себе здоровье, силу, энергию. Вот. А у вашей змеи подколодной сейчас головные боли, проблемы. Уже сейчас проблемы. Вы узнаете в ближайшее время. Королева мечей. Ваша вражина, змея подколодная, королева мечей. А вы у меня здесь... Я вижу семейную пару. Здесь проиграется у кого-то, что вы как семья, потому что есть, я вижу, детки, да? Король жезлов, королева жезлов. А вражина ваша, король мечей, королева мечей, которая была вхожа в ваш дом. А у кого-то проиграется, что здесь меня смотрят и девушки, и мужчины. И вот ваши подруги, ваши друзья, вот вам приносили в дом подкладики, краднички, магия была перекрестная. Это близкое окружение, это ваши друзья, потому что вы очень тесно общались. Чистка прошла ваша замечательно, девочки. Ну да, здесь было магическое воздействие, потому что работа была по дьяволу. Здесь магия была на перекрестке. На перекрестке. Пыталась она стянуть все ваше себе, потому что здесь даже была магия на вашу внешность и красоту. Стяги, воровство, коперы даже были. Вы почистились. Ну, сейчас грустно ей. Да, она вот ваш друг. Видите, карты подтверждают мои слова. То, что я сказала ранее, что это ваш друг или подруга. У девушек подруга, у мужчин ваш друг. Король мечей, королева мечей. У кого-то проиграется король пентаклей, королева пентаклей. Это ваши друзья, которые прикидываются другом, которые вхожи в ваш дом,
которые на вас магичат. Здесь была магия, но вы почистили. Здесь была чистка, и чистка прошла ваша замечательно. Вся вот эта грязь, которую лепили на вас, все магические воздействия, которые лепили на вас, все полетело вашей подруге, вашему другу. Ей сейчас очень-очень грустно. Ей сейчас очень-очень плохо. Идет такая мне информация, что вы знаете, о ком я уже говорю. Вот вы знаете, вы уже ее вычислили, эту змею подколодную. Так, ну что ж, бумеранги. Вы почистились, чистка прошла замечательно. Ребят, поздравляю, молодцы. Давайте смотреть, бумеранг. Бумеранг. Так, ну здесь то, что она вам перекрывала, она воровала ваше солнышко, да. Здесь удачу ей перекрывает. И здесь идет, знаете как, вот то, что вы сейчас, вот то, что я сказала, вы почистили, да. Вот сейчас все это летит вашей подруге, вашему другу. Проблемы со здоровьем, болезни, ссоры, скандалы, удачи нету, все падает из рук, все валится из рук, люди отворачиваются, она себя чувствует уже одинокой, никому не нужной. Идет такая мне информация, кто сейчас находится в паре, в отношениях, да, что она положила глаз, эта подруга, на вашего мужа, на вашего партнера. А у мужчин проиграется, что ваш друг положил глаз на вашу спутницу, на вашу жену. Да, здесь магия была, чтобы вы расстались. Да, работа была по дьяволу, то, что я говорила. Вторая карта об этом говорит. Но сейчас у вашего врага разбитое сердце. Разбитое сердце, страдания, переживания. Вот, магические воздействия вернулись обратно. Большие проблемы сейчас с деньгами, большие проблемы со здоровьем, тайное все стало. Да, здесь была магия на семью, то, что я и говорила. От подруги и от друга. Интриги, обманы, коварство, предательство и измены в том плане, что была вхожа в ваш дом и на вас магичила. Это и есть предательство, измены, потому что нож вставляла вам в спину. Вам в лицо улыбалась или улыбался, да? А за вашей спиной были магические воздействия. Карта дьявола и карта луна. Здесь все, что делала вам, все полетело обратно. По высшему суду, по высшей справедливости. Потому что дьявол и луна, вся магия вернулась обратно. Те проблемы, которые были у вас, вы почистились, и все полетело туда, откуда прилетело. А у вас прекрасная, счастливая, долгая жизнь. Вот так вот, у кого есть детки, у кого нет деток, да, то у вас тоже с партнером все хорошо, все прекрасно. Здесь такая идет мне информация, что положили вот глаз на ваших партнеров, да. Высший суд. Высший суд, ребят. Горько сейчас вашим врагам, очень горько, потому что сердечко болит, потому что сейчас болезни, ваша вражина сейчас болеет. Здесь может болеть и сердце, и другие органы, вплоть до вот гинекология, там вот простатит у мужчин. Здесь какие-то большие проблемы сейчас со здоровьем, потому что все вот эти мечи вернулись обратно. И вот эти все дьявольские игры, магические воздействия тоже вернулись обратно. И сам же дьявол уже с этим бумерангом и прилетел. И ваша вражина будет сидеть в клеточке под высшим судом. Вот что у вашего врага. Вот что у вашего врага, смотрите. Летит, стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Вот такой бумеранг вашему врагу. За то, что магичил, лез туда, куда лезть нельзя было, потому что у вас здесь семья, у кого-то тут детки уже есть, у кого-то там нет детей, но у вас серьезные отношения. Она пыталась эти отношения разрушить. Идет мне опять такая информация, что здесь подруга, которая была вхожа в ваш дом и на вас магичила, пыталась вас разлучить, чтобы стать на ваше место, потому что нравился ей ваш муж или ваш партнер. У мужчин ваш друг, который положил глаз на вашу спутницу, на вашу жену. Здесь магия была, вы видите, какая. Поэтому здесь высший суд. По первому варианту здесь высший суд. Так, а ну секундочку, я хочу еще посмотреть. У меня еще одна колода просится. Что-то еще хотят мне сказать
Таро любви, какую-то еще информацию. Сейчас идет такая еще мне информация, что вот этот друг или подруга, которая вот на вас магичила, да, вот мне пошла информация, что они очень одинокие, очень одинокие. Она может быть вообще как бы по жизни одинокой, да, отношения ни с кем не складываются. Да, вот то, что я и говорила, что понравился ваш муж, ваш партнер. Здесь разрушала магическими воздействиями ваши отношения по десятке мечей. Она пыталась ваши отношения разрушить по десятке мечей, чтобы ваши отношения закончились. Здесь вот эти подруги, друзья магичили на вас, чтобы вы расстались со своим партнером, со своей партнершей, чтобы занять ваше место. И вышел Иерофант, который говорит: да, ты говоришь все правильно, девочки. Вот эта вот колода подтверждает, да, ту информацию, что я... Здесь положили глаз на ваших партнеров, кто находится в отношениях в семье, вот, и ваша подруга, ваш друг, для мужчин положили глаз. Здесь пытались магией разрушить вашу семью, вашу идиллию, вашу любовь, ваши отношения, кто находится в отношениях. Подлые, подлые, мерзкие. А вам послание от высших сил, что не надо пускать в дом кого-либо, не надо пускать. Хотите встречаться с подругой, встречайтесь в кафе. Зачем вы тащите в дом? Зачем? Видите, что делают эти подруги и эти друзья? Видите? Вот такая информация для вас сегодня, кто загадал аметист. Хотите встречаться с подругой, пожалуйста, в кафе. На нейтральной территории. Это тактично, это нормально в 21 веке. Зачем всех подряд тащить в дом? Какая там бы была там закадычная подруга. Вы видите, что творят ваши подруги? Правда, я аж кашлянула. Вот такая информация по первому варианту, кто загадал аметист. Ребят, будьте бдительны, будьте бдительны. Подруги, друзья, вы должны понимать одно, что вы хранительница своего семейного очага. Это касается и девушек, и мужчин. Вы хранитель. Не надо пускать кого-либо в свой дом. Вы не знаете, какие мысли у человека. Он вам в лицо улыбается, вот вы сейчас видите, да, а за вашей спиной на вас лепят черную магию на разрушение ваших отношений, любви, семьи, чтобы завладеть вашим партнером, вашей партнершей. Вот такие друзья. Берегите свое семейное счастье. Берегите свою любовь, берегите свои отношения, свои дома и своих деток. И будьте бдительны, кого вы пускаете в дом. Каких друзей в кавычках. Вот такая информация для вас, кто загадал первый вариант. Резонирует, принимайте во благо, будьте здоровы, будьте счастливы. Если не резонирует, конечно же, не принимайте. Смотрите, но не принимайте. Второй вариант. Зеленый агат. Так, давайте посмотрим, что вы у меня здесь чистили, девочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь чистили магию, здесь чистили рассорки, остуды. Здесь хитрая лиса есть в вашем окружении, она из вашего дома, она из вашей семьи, которая завидует вашим отношениям, любви, семье, дому, достатку, благополучию. Это родственница, это какая-то хитрая лиса, сплетница, завистница, очень склочная такая бабенция. Вот почему говорю бабенция, потому что такая, знаете, вот трепится языком 24 часа в сутки. У нее рот не закрывается. Вот не закрывается, понимаете, такая вот базарная какая-то баба. Рассорки она лепит рассорки на ваши отношения. Проклинает, шепотки здесь по ночам читает. Полная луна, новая луна. Постоянно, понимаете, сидит и воет на луну, шепоточки читаем, проклятие посылаем.
по ветру там тоже что-то мы посылаем, шепчем, проклинаем. Здесь из семьи. Но вы это почистили, поздравляю, вы это почистили. Все вот эти рассорки, проклены, проклятия, злословия, присловия, шепотки, вы это все почистили. Идет такая сейчас информация в потоке, что 3 женщины из вашей семьи, 3 женщины это из вашей семьи, которые вам завидуют, проклинают, сплетничают и так далее. Но вы это почистили. Вы сейчас даже с ними можете не общаться. Вы на расстоянии, ну вот они завидуют, вот они чему завидуют, видите? Вот это ваша жизнь, прекрасная, красивая жизнь, да, вы очень благородные люди, порядочные, вот, здесь меня семейные пары смотрят, у кого-то гражданский, у кого-то официальный союз, понимаете, вы благородные люди, вот благородство прям такое от вас идет, доброта, порядочность, понимаете, а тут какие-то, вот мне пошла информация вначале, что какие-то бабенцы. Вот здесь 3 женщины из вашей семьи, которые вот вам несут негативные программы. Здесь несут негативные программы. Не могут они пережить ваше счастье, ваш цветущий сад, понимаете? Но не могут они пережить. Да, магия. Девочки, луна, маг и крысы. Магическое воздействие на вас идет постоянно, все время, все время. Я вижу, вы здесь чиститесь уже давно, и чиститесь много, и чиститесь постоянно, и на новую луну я вижу чистки, и на полную луну я вижу чистки, и магические атаки на вас идут. Вы здесь работаете, у меня, как знаете, вот не покладая рук. Ну, умнички, умнички. Вот это все, что вы, да, вот это все вот эти воздействия, которые, да, вы все это почистили. Вот этих крыс вы почистили, которые пытаются что-то ваше урвать, понимаете, вот урвать что-то вот ваше, вот им прям надо все, что у вас есть, все ваше. Вот такие, знаете, сидят там 3 клуши и все хотят ваше, а тут не тут-то было. Ну да, вы у меня понимаете, девочки, ну вы здесь, кто загадал агат, да, вы у меня здесь благородные, и девушки, и мужчины, кто загадал, да, у вас хорошая семья, вот вы, ну прям вот такая энергия благородства, порядочности, понимаете, вы умеете любить, вы такие вот прям, понимаете, от вас такая прям энергия идет обволакивающая, такая вот прям вообще, вы такая, ой, я вам даже передать не могу, насколько вы прекрасны. Я вот эти вам сейчас покажу карты, понимаете? Ну как же вам тут не завидовать? Ну вот как? Ну вот скажите. Вот это вот вы, ваша жизнь, видите? Вот вы какие вы прекрасные, цветущий сад, рок изобилия. Все-то у вас ладится, все-то у вас хорошо и в отношениях, и на работе, и в делах, и все-то вас любят, все вами восхищаются, понимаете? А вот эти вот клуши сидят, вот они 3, троечка. И по ночам воют на луну, не могут они пережить ваше счастье, видите? Еще и магию лепят, конечно, магия, здесь магия 100%, но вы это почистили, с чем я вас и поздравляю, молодцы. Вы здесь свои границы оберегаете. Вы, кстати, чувствуете, когда на вас идут атаки, вы это сразу же отсекаете, сразу же проводите чистку, и это все до вас даже не долетает. Сразу же им и возвращается. Ну, плохо им, девочки. Ой, Господи, помилуй и защити. Какие же безмозглые есть людишки, понимаете? Какие же безмозглые. Ну, плохо им, вы понимаете? Вот плохо им. У кого-то здесь даже проиграется, да, что вот это вот 3 родственницы ваши, они идут мне вот как соперница, даже проиграется у кого-то какая-то соперница, вот тоже, которая, да, вот завидуют вашим отношениям, вот вашему мужу, как он вас любит. Здесь не могут пережить вашу счастливую жизнь, ваши отношения, вашу любовь, вот это все, что у вас есть, все самое лучшее, да, они не могут это пережить, ну плохо им. Они уже болеют, вы понимаете, они уже
насколько уже желчью брызжут, да, по ночам там не спят, магичат, да, что они уже болеть уже начали. Вы понимаете, что у них происходит? Они уже начали болеть. Ну, у них там будет высший суд. Все магические воздействия, которые на вас были, вы это почистили. Чистка прошла замечательно, вы это все сняли. Вот, вас, кстати, оберегают, защищают высшие силы, духи рода, хранитель рода, архангел Михаил тоже здесь стоит на страже с мечом всегда. Вот. Поэтому здесь у ваших врагов после ваших чисток высший суд. Здесь обнуление жизни. Здесь ваших врагов уже останавливают высшие силы. Видите, обнуляют. Все им обнуляют. А вас ждут прекрасные события, перемены, счастливые события. Колесо фортуны мчится в вашу жизнь. Все у вас прекрасно, все у вас хорошо. А после ваших чисток колесо развернулось в обратную сторону и полетело. Нам уже даже показали, что здесь воздаяние высшего суда. Здесь высший суд у ваших врагов, ребят. Поздравляю. Второй вариант, зеленый агат, просто молодцы. Супер. Прекрасные люди. У меня все прекрасные люди на моем канале. Девушки, ребята. Вот. Ну, здесь крыскам вот этим все их зло и полетело. Видите? Здесь насколько завистливые, склочные, черноротые, с черной душой людишки, вот, что просто, понимаете, вот по ночам прямо скрежет зубов. Вот как они вас ненавидят, что вы такая красивая, понимаете, вы здесь у меня императрицы, императоры, что вас любят, у вас все в доме, достаток. В общем, здесь не могут пережить ваше счастье. Вот не могут пережить. У кого-то здесь родственницы из вашей семьи. Это даже, кстати, могут быть родственницы вашего мужа. Идет такая сейчас информация. Которые завидуют вам. Почему это вам вот такой достался мужчина? Почему это все вам? Почему это он вас так любит прям сильно, прям сходит с ума? Ребят, здесь даже проиграется у кого-то, что они идут как соперники. Вы понимаете? Как соперники. Не могут здесь пережить ваше счастье, поэтому лепят магию, да, проклинают, шепотки, на ветер там тоже шепотки кидают. Вы это чувствуете, потому что вы прям четко, прям вот у вас такая хорошая интуиция, я вижу, что вы чувствуете все атаки, да, и вы сразу же проводите чистки. И плюс к тому же вас еще и высшие силы оберегают, понимаете, вы еще под защитой высших сил. Так, бумеранг, давайте посмотрим. Ну, девочки, вот люди в масках из вашего дома, то, что я и сказала, рассорки, остуды, негативные программы, да, вот все, что они делали вам, все возвращается им, все летит в их дом. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит, прям в дом. Маски будут сорваны, они будут заливаться алкоголем, они будут там между собой, как собаки, грызться просто, будут там горло друг другу перегрызать, потому что ничего у них не получается, все летит обратно. Ребят, кто помнит сказку «12 месяцев», там, помните, мачеха с дочкой, да, вот была, вот это мне, вот это здесь, вот эти три женщины, я вот прям сейчас четко их увидела, как они грызутся. Вот это как из сказки «12 месяцев», там мачеха с дочерью, да, так они там ругались постоянно, как они орали, как чокнутые, да. Вот это здесь вот такие же личности, вот это три женщины из вашей семьи, это даже могут быть родственницы вашего мужа. Потому что они идут как соперницы, не могут они пережить вашу счастливую жизнь и так далее, понимаете? Здесь магия, магия, магия пытается это все разрушить, а у них ничего не получается, им все возвращается обратно. Злые как собаки, все из-за денег, жадные на деньги, алчные, меркантильные. Король мечей, королева мечей. Очень им тяжело пережить ваше счастье. Очень тяжело.
У кого-то здесь как пара еще идет. Королева мечей, король мечей. Вот тоже это из вашей семьи. Да, здесь тайные магические. Но они будут болеть. Здесь болезни. Здесь колесо фортуны развернулось уже к ним и уже полетело, девочки. Ну вот они все и выходят. Вот три женщины, о которых я говорила. Королева жезлов, пажик жезлов. Это младший идет, может быть, сестры. Вот, или мать и дочь. И еще одна женщина, королева мечей, и у нее, видимо, муж еще есть. Здесь три женщины из вашей семьи, которые на вас магичили. Это родственницы вашего мужа, потому что это из семьи, из дома. Родня. Или родственницы вашей жены, для мужчины информация. Но у них болезни, маски сорваны, финансовый канал у них перекрыт, ссоры, скандалы, рассорки, остуды здесь в доме, очень им тяжело, болезни, колесо развернулось и полетело в обратную сторону. Весь негатив, который они посылают вам, все возвращается им. Рассорки, остуды. У них там будут и рассорки, и остуды, и болезни, и обнуление жизни, девочки. Да, бумеранги. Здесь просто бомбят бумеранги. Здесь идет обстрел бумерангами, я бы сказала. Здесь обнуление. Все, их обнуляют полностью. Здесь они остаются вообще без ничего и без мозгов. У них и так их не было, а вообще здесь без мозгов останутся. Девочки мои дорогие. Так, а ну я еще давайте возьму колоду эту. Так сегодня я когда готовила это видео, да, и прям эта так колода попросилась на расклад, девочки. Прям сама попросилась. Так, что ты нам хочешь поведать? Расскажи еще. Так, девочки, 3 карты вышло. Так, война это идет, магические воздействия идут на вас здесь из-за мужчины. Здесь родственники мужчины, то, что я и сказала. Все из-за денег. Все из-за денег. Он, видимо, вот этим родственницам не помогает, тратит деньги все на вас, на вашу семью, на ваши отношения, на ваш дом. Они не могут это пережить, и они на вас магичат. Здесь воздействие идет и на вас, и на вашего партнера, на ваши отношения, на вашу семью. Было, да, воздействие. Вы это сняли, вы это почистили. Здесь все из-за денег, девочки. Не могут они пережить ваше счастье, ваше богатство, удачу, то, что у вас все хорошо, все прекрасно, не могут они пережить. И здесь у кого-то еще была зеркальная магия, идет информация, что у кого-то была зеркальная магия, но вы ее тоже почистили. Да, здесь все из-за денег, девочки, да. Вот и Иерофант вышел. Здесь все из-за денег. Ваш муж или ваш партнер, видимо, им не помогает как-то, да, не дает им тех финансов, чтобы они хотели получать. Они магией пытаются это у вас урвать, но у них не получается. Потому что вы чиститесь, обратно все это зло возвращаете. И плюс еще высшие силы вас оберегают. Они просто с ума уже сходят, понимаете? Почему я сказала, что без мозгов? Здесь уже до сумасшествия просто уже. Алкоголем это все заливают, потом ругаются там между собой, как собаки, грызутся. Ужас, ужас. Сейчас те картинки, что я вижу, это просто какой-то, знаете, вот, я не знаю, какой-то дом монстров. Вот такая информация. Поэтому, девочки, здесь бумеранг очень хороший, потому что здесь полностью все обнуляют, всю магию возвращают обратно. Они там сейчас будут, как собаки, просто друг другу перегрызать горло от злости, ненависти, потому что ничего у них не получается, магия возвращается их обратно. Никак они не могут до вас достать, никак они не могут вами манипулировать, чтобы как-то поиметь с вас там какие-то денежки урвать, понимаете? У них ничего не получается, они просто уже сходят с ума.
А вас защищают и оберегают высшие силы. Вот такая информация, да, вот не зря я так колода попросила сегодня на расклад. Благодарю зеленый агат. Резонирует, принимайте во благо, будьте здоровы, будьте счастливы. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Какой бумеранг вы услышали? Все, что вы почистили, полетело туда, откуда пришло. Все по высшему суду, по высшей справедливости. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарю вас за подписки, ребят. Я вот была сегодня очень, немножко отвлекусь, удивлена. Мне очень приятно. Нас уже 5000. Нас уже 5000. Ребят, это благодаря вам. Благодарю вас от всей души, от всего сердца. Благодарю. Я очень счастлива, что люди с чистой душой и с чистым сердцем идут ко мне. Вот. Я очень рада вам нести информацию, исцелять вас, ваши души и сердца. Благодарю, нас уже 5000. Очень вам благодарна. Вот. И буду нести для вас любовь и свет и дальше. Исцелять вас и менять вашу жизнь кардинально с помощью высших сил. Я всего лишь проводник. Очень приятно. Спасибо вам за доверие. Так, и третий вариант – сердолик. Давайте посмотрим, что у вас здесь зачистки были. Так, у меня здесь прекрасные императрицы, императоры. Так, а на вас было какое-то воздействие, идет сейчас информация, что здесь было воздействие на ваши финансы, на работу, на удачу, на процветание. Здесь был крадник на финансовом канале от короля Пентаклей. Это какой-то ваш бывший партнер, друг, коллега. У кого-то проиграется, что бывший партнер, у вас там были какие-то отношения там около 3 лет, 4 лет, у кого-то около 9 лет. Здесь была магия на вашу удачу, успех, процветание и на ваши финансы. Но вы уже об этом знаете. Здесь крадник на финансовом канале был. Здесь стягивали, да, здесь бывший партнер, который не может пережить то, что вы не вместе. Вот, не желает он вам добра, не желает вам он солнца, счастья, радости, удачи, процветания, богатства, не желает. Поэтому лепил крадники и перекрывал вашу удачу, успех, процветание. Воздействие было на вашу работу и на ваши финансы. Здесь был крадник. Здесь был крадник, девочки. Но вы почистились. Вы почистились. Да, были это отношения, болезненные отношения, тяжелые отношения. Да, потому что отношения были по дьяволу. Мне показывают сейчас ваше прошлое, высшие силы, что здесь были отношения по дьяволу. Да, были страстные отношения, горячие отношения, но здесь много было и слез. Очень было слез. Боли, страдания, переживания, слезы. Доводил он вас до слез, доводил. И когда вы ушли, он на вас начал лепить магию, перекрывать вам дороги, удачу, успех, процветание. Он хотел, чтобы вы приползли к нему на коленях и просили у него помощи. Это его мечта такая была. Он просто ночью не спал, а мечтал видеть вас на коленях, униженной, оскорбленной и просящей у него денег и помощи. Но это не произошло, потому что вы у меня здесь императрицы. Вы умеете работать, вы умеете зарабатывать, вы знаете себе цену, вы знаете себе цену, кто вы, что вы, как вас зовут и какого вы рода, потому что вы здесь императрица, королева Пентаклей. Кстати, вы сейчас находитесь с этим партнером бывшим на расстоянии, на большом расстоянии. У кого-то даже, может быть, разные страны. Очень далеко друг от друга, очень далеко. Он ничего о вас не знает, где вы, что вы. Вот. Он может быть там где-то вас видеть, вот. У кого-то там спрашивать за вас. Ну а так вы его держите на расстоянии вообще, даже к себе даже в мыслях такого себе не допускаете, к себе его подпускать, понимаете? Нет, нет и нет и нет. Здесь крадники, здесь крадники. Здесь были крадники на ваши финансы, удачу, успех, процветание, да, богатство.
Кстати, вы были по судьбе ему, вы были парой. Вот мне уже вторая, как бы уже две карты вышло, да, вот подтвердили, что вы пара. И вот еще выходит император, императрица, вы были парой. Вы здесь или были в официальном союзе, или должны были войти в официальный союз. Но по причине вашего партнера, потому что ссоры, скандалы, предательство, измены, это не произошло. Мог вам обещать, мы поженимся, но так это и не произошло. Здесь по причине вашего бывшего партнера вы расстались. Хотя вы были по судьбе. Вы должны были быть пара вместе, семья. Но этого не произошло. Так, все, информация закрыта, больше не хотят говорить высшие силы. Так, ну что, здесь крадник. Здесь вы почистили крадник на работе, удача, успех, процветание, финансовый канал вы почистили. Вы себе открыли дорогу на успех и процветание, на стабильность материальную, потому что вы здесь у меня, девочки, самодостаточные ребята, да, судя по тому, что я вижу, вы император, императрица, королева Пентаклей, у вас есть и деньги, у вас есть и работа, вы себя чувствуете прекрасно. Но, так как был перекрыт финансовый канал, да, то вы получали не те деньги, которые вы должны были получать, потому что был крадник на финансовом канале из-за вот этого идиота, который на вас воздействовал магически, понимаете? Он вам перекрывал и удачу, успех и процветание. Но сейчас у него там будет все перекрыто. Сейчас ему там перекроют так, что ему мало не покажется. Останется вообще без трусов. Идет такая мне информация, я все, что в потоке получаю, что то, что он сделал с вами, он не имел права так поступать, потому что он стягивал с вас энергию денег, он воровал ваши ресурсы магии, понимаете, он стягивал с вас то, что принадлежит вам, а этого делать нельзя, поэтому здесь его сейчас оставят без трусов высшие силы. И пойдет он по миру, как дурак. Ну, девочки... Девочки и ребята, вот информация в потоке. Вот я говорю, что он останется без трусов. Над ним уже высший суд. Смотрите. Он уже сидит в страхах, башня и магия. Вот бумеранг вашему врагу. Это бывшие партнеры здесь. У девушек бывший мужчина, с которым были отношения, у мужчин бывшая женщина. Здесь уже бумеранг. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Летит так, что мало не покажется. Вот мне пошла информация в потоке, что здесь бабахнет так по башке, как вот эта молния, видите, здесь разрушится все. Здесь просто его оставят без ничего. Он уже сидит в страхах, он боится. У него здесь депрессивное состояние, панические атаки, бессонные ночи, вплоть до каких-то психических уже расстройств, потому что иллюзии, самообман, самооморочки, панические атаки просто с ума его уже сводят. Он уже сидит в страхах, да? Здесь высший суд. За магию на вас высший суд. Останется он без трусов, потому что не имел права он жить, стягивать с вас ваши ресурсы. Не имел права. Понимаете, он даже когда был с вами в отношениях, он жадный, он жадничал. Он на вас даже деньги не тратил, он даже мог жить за ваш счет. Тогда пользовался вашими ресурсами, стягивал с вас все. Вы ушли, он то же самое делал. Он магией стягивал ваши ресурсы. Он продолжал стягивать ваши ресурсы. Поэтому здесь башня. Здесь даже уже добавлять карт уже, да, уже все уже понятно. Башня и магия. За магию здесь высший суд. Здесь уже высшие силы так его, прижмут, что ему мало не покажется. То, что я и сказала. Да, вот смотрите, карты прям вылетели. Даже доставать уже больше не буду. Девочки, вот что у вашего врага. Здесь серьезный бумеранг, потому что то, что он делал, он этого не имел права. Здесь спросят и дьявол, и высшие силы. Видите? Здесь жесткий, очень жесткий бумеранг, очень жесткий.
Здесь и без трусов останется, и без мозгов останется. Вплоть до сумасшествия. Ну что ж, за свои поступки нужно отвечать. Его никто не заставлял на вас лепить магию. Его никто не заставлял, когда он был с вами в отношениях, жить за ваши ресурсы. Он мужчина. Он должен был брать ответственность как мужчина, обеспечивать вас, любить, лелеять, боготворить, одаривать любовью, вниманием, подарками. Он этого не делал. Он этого не делал. Он жил за ваш счет. Вы ушли от него, да? Он опять на вас лепил магию, он опять стягивал ваши ресурсы, крадники вам лепил на финансовый канал. Понимаете? Это бывшие. Потому что семья была у кого-то, а у кого-то гражданский союз до семьи. Не поженились, потому что идиот упустил такой бриллиант, как вы. Вот такая информация, девочки. Сердолик прекрасно нам раскрыл информацию. Благодарю, Сердолик. Вот такой бумеранг по третьему варианту. Стучит, гремит бумеранг, врагу летит. Прекрасный здесь бумеранг по высшему суду, по высшей справедливости. Все, что сделали с вами, все получат обратно по полной программе. Вот такая информация для вас сегодня, дорогие девушки, дорогие ребята. Благодарю вас за то, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Мне очень приятно то, что резонирует с вами, что мы с вами на одной волне. Мне очень приятно, что информацию, которую я получаю в потоке для вас, она именно для вас. Я очень счастлива этому и буду и дальше работать для вас, чтобы ваша жизнь менялась кардинально, и чтобы вы все были счастливы, потому что вы достойны счастливой жизни. Да, достойны, я это знаю. Благодарю вас всех, желаю вам всем хорошего вечера, хорошего настроения, будьте все здоровы, счастливы, любимы, богаты, успешны, и Божьей вам благодати, мира и добра вам, вашим домам, вашим семьям и вашим странам. Я молюсь за вас всех, молюсь. Вот, прошу высшие силы, чтобы остановили все вот эти дьявольские движения, которые происходят. Поэтому все будет хорошо. Ребят, все будет хорошо. Нужно набраться терпения, молиться к высшим силам, и вы будете услышаны. Мира вам, счастья и радости. Будьте счастливы. Была, как всегда, с вами с любовью ваша Любовь. До новых встреч на моем канале Таро. Мне это нравится, любовь. Мира вам и добра и Божьей благодати. Вот правда, Божьей благодати вам всем. Пускай Богородица возьмет вас всех под покров свой и защищает, оберегает вас от дьявольских искушений и движений, которые сейчас происходят в странах, вы знаете в каких. Вот такая информация для вас. Люблю вас. До свидания. Будьте счастливы. Бай-бай.